Друзья, всем привет! В этом видео речь пойдет об ультрабуке от компании F+. Весьма интересная модель, отчасти компактная из-за своих небольших размеров и отчасти, я бы даже сказал, это игровой ультрабук. В общем и целом все в одном, и цена на эту модель 58 тысяч рублей. Стоит ли данный ноут этих денег, мы узнаем в этом видео и разберемся обязательно. Но сперва давайте о внешнем виде, и как большинство ультрабуков, дизайнеры при создании, конечно же, вдохновлялись MacBook Pro, что вполне ожидаемо. Алюминиевый корпус, да и цвет корпуса тоже серый. В общем, видно, что в Китае тоже любят Apple, и даже верхняя крышка поднимается одной рукой. И за это можно сказать спасибо. В то же время спутать F-лэптоп невозможно с MacBook, хотя бы потому, что экран у нас в соотношении сторон не 16:10, а 16:9, да и сам экран на 15,6 дюйма. Набор портов находится по обе стороны, и в нашем распоряжении только два порта USB-C с поддержкой DisplayPort, и также два полноразмерных USB, по одному 3.0 и 2.0, плюс также имеется у нас 3,5 мм разъем под наушники. По большому счету этого лично мне совершенно достаточно, но я бы честно не отказался от порта HDMI. В конце концов, не всем нравится использовать переходники, но если у вас нет таких портов в самом ноуте, то можно, конечно, использовать внешний медиа портативный переходничок и расширить, так сказать, возможности ноутбука до небес. Но это опять же нужно докупать, это лишние траты, так что довольствуемся тем, что имеем. И при раскрытии ноута под крышкой нас встречает сразу же большая круглая кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальцев, и также полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Мне лично кажется, что кнопочка светится явно слишком ярко. Хотелось бы ее сделать не такой выразительной, особенно в темноте. Клавиши на клавиатуре тоже большие, удобные, и это поначалу даже непривычно. Подсветка имеет два уровня яркости с возможностью полного отключения, но самое интересное, друзья, конечно же, внутри. И сейчас будем обсуждать железо, и тут есть интересные моменты. Итак, раскрутив нижнюю часть корпуса и сняв крышку, перед нами открывается следующая картина. Что ж, конфигурация у моего экземпляра — это процессор AMD Ryzen 5 5600U на 6 ядер 12 потоков. Далее под крышкой у нас оперативная память одной плашкой на 16 на частоте 3200, SSD от компании Hikvision E1000 на 512. И тут сразу стоит отметить, что 16 оператива у нас, я думаю, еще раз повторюсь, вы заметили, одной плашкой. Это довольно спорный момент, все же можно было, я думаю, сделать 2 по 8 в двухканале, и мы бы получили выше пропускную способность на 2 канала. Но с иной стороны можно добавить еще 16 и сделать сразу 32. И это тоже будет у нас в двухканале, но для этого нужно опять-таки потратить примерно 3200 рублей на дополнительные 16 оперативы. Но это довольно спорный момент. В общем, по всем признакам железо внутри далеко не самое слабое, и можно даже немножко прокачивать ноут. Плюс ко всему, несмотря на размеры корпуса, сам ноут получился весьма не тяжелым и весит меньше 2 килограмм. Что насчет экрана, то экран у нас значит Full HD, внутри стоит IPS матрица, на удивление не самое дешевое, качество картинки приличное, с равномерной подсветкой и без битых пикселей. Это важно. Частота обновления экрана 60 Гц, поверхность экрана матовая. Одним словом, экран не вызывает раздражения и также не вызывает особо невероятных эмоций. Это просто достойный нормальный дисплей с приличным качеством картинки. Это самое ключевое. Цвета яркие, сочные, и пользоваться можно без проблем. Что насчет производительности зарядки и аккумулятора, то заряжается ноут комплектным блочком питания на 65 Вт через USB Type-C. Но если у вас дома имеется отдельный блок питания на 65 Вт или больше, то можно и его тоже использовать для зарядки ноутбука. Это очень удобно, я бы даже сказал, более удобно, чем носить с собой комплектный зарядник с кабелем питания. И лучше просто использовать внешний блочок, например, от вашего смартфона. Но еще раз повторюсь, минимально, что ваш блок питания был на 65 Вт и зарядка была от обеих сторон, то есть через Type-C коннектор. Это важно. В целом аккумулятор держит, насколько я заметил, заряд примерно 5-6 часов в режиме работы с документами или сидения в интернете. Это такой, я подчеркну, самый щадящий режим работы. То есть это постоянно подключенный Wi-Fi, браузер там запустили или общаетесь в мессенджере. Например, 3-4 часа живет аккумулятор в режиме показа видео Full HD. То есть можно в YouTube просидеть часа 3 с копейками и посмотреть 2 полноценных фильма на одном заряде. Кстати, я забыл сказать, что комплектуется ноут лицензионной Windows 11 прямо из коробки.
коробки. И для тех, кто не в курсе, я скажу сразу, это большой плюс, потому что если купить отдельно Windows 11, то она, во-первых, уже не продается в России, а если вы ее и найдете, то есть лицензию, то ее цена начинается от 8000. Так что наличие лицензионной Windows 11 версии прямо из коробки – это приятный бонус, и мне не пришлось возиться с драйверами, обновлениями, просто открыл ноут, подключил и можно пользоваться. В работе в целом себя достойно ведет данное железо на 5-м Ryzen и 16 оперативы с быстрым SSD делают полноценно свое дело. Причем этой мощности будет, я бы сказал, явно больше, чем просто для рефератиков там или просмотра видео в YouTube. Тут по сути мультимедийная машина и можно даже монтировать видео несложные и при этом, внимание, запускать даже игры. Не самые, конечно, современные, но вот я лично проверил парочку вроде GTA 5 или Counter-Strike и Minecraft, и даже на средних Full HD все работает более чем комфортно. Например, если запустить контру на средних Full HD, то мы видим с вами примерно 100-140 FPS. Это очень достойно с учетом, что внутри у нас нет видеокарты и все работает за счет встроенного видеочипа в процессор. Температура железа тоже, судя по данным автобюнера, примерно 75-76 градусов с копейками, и это явно далеко еще не 90+, так что не стоит переживать за температуру железа внутри. Как по мне, фреймтайм 100 с лишним FPS является комфортным, и теперь давайте запустим что-то еще более сложное, например, GTA 5. Итак, все настройки я выставил стандартный Full HD, плотность толпы и машин на среднем, и да, в GTA уже не будет 100-120 FPS, что было в контре, но вот стабильные 45-50 удалось таки выжить. Но это, еще раз уточню, средние настройки Full HD, не 720p, и 45-50 FPS с нормальной кривой фреймтайма, это, я думаю, достойно. Удивительно, но встроенный видеочип в процессор тянет GTA 5 с нормальным FPS, и это далеко не все, друзья. Например, в Project Cars симуляторе там тоже на средних чуть больше 40 FPS. То есть изначально я думал честно, что перед нами будет просто бюджетный ультрабук, что, скажем так, не тянет даже Minecraft. Кстати, Minecraft идет на высоких Full HD тоже больше 100 FPS. Так вот, я думал, что это будет просто ноут исключительно для работы с документами там и так далее, но нет, на этом ноутбуке, то есть ультрабуке, можно даже запускать игры. Да, не очень современные, там не киберпанк, но любые сетевые шутаны, там танки с доты можно закинуть и даже на средних Full HD. Таким образом, перед нами не только рабочая машина, но и даже способная запускать игры ноут не на самых далеко низких настройках 720p, и все это за 58 тысяч. Да, можно сейчас найти исключительно игровой ноут, скажем там за 70 тысяч, доплатив при этом 12 тысяч и взять большой и тяжелый пластиковый ящик, но это будет, еще раз повторюсь, просто пластиковая, не металлическая модель, явно с высокими температурами, там не 75 далеко и не 80, а скажем там 90-95, да и вообще дешевые игровые ноутбуки, они все, как правило, ну явно дешевые, и у всех стоят довольно простые матрицы, и там все заточено именно под железо, а качество экрана и качество сборки, сами понимаете, даже сравнивать нет смысла. У нас же имеется металлический ноут с отличным экраном, с низкими температурами, а там скрипящие пластиковые и горячие куски железа, но зато, скажут зрители, там больше FPS. Ну, только вот разве что в этом случае есть такое преимущество. Так что пусть каждый делает свои личные выводы, что ему больше нравится. Я же рассказал вам о новом продукте на рынке от компании F+, и на этом уже будем, наверное, заканчивать. Если кому интересно, я оставлю ссылочки в описании под этим видео на эту модель ноута. И еще раз всем я желаю не болеть, и увидимся уже очень скоро. До встречи на канале. Всем удачи. Пока-пока.